Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как определить, что печень нужно чистить? Все знают, что токсины из организма выводятся печенью. Если орган здоров, то фильтрация токсинов проходит нормально, и все вредные вещества выводятся с мочой и калом наружу. Однако при перегрузке вредными, особенно жирными, продуктами и алкоголем, а также в случае ряда заболеваний органа, следует принять грамотные меры по очистке. Работа печени нарушается из-за вредных привычек, жирных блюд, бесконтрольного приема некоторых синтетических лекарств, вирусной атаки. При этом у пациента при пальпации в некоторых случаях можно обнаружить увеличение органа. Признаки того, что печень нуждается в чистке. Даже при использовании грамотных диет похудеть не удается, человек может вести активный образ жизни и правильно питаться, но лишний вес не уходит. В этом случае стоит посетить врача и пройти обследование. Высыпание на коже, плохой цвет лица, кожа может приобрести нездоровый цвет, серый или с желтизной, желтый оттенок – признак повышения в крови билирубина. Отмечаются высыпания на кожном покрове, например, в виде небольших точек красного цвета, а также повышенная чувствительность кожи, зуд и сухость, изменение цвета и запаха мочи. Существует множество причин, почему это происходит. Например, при недостаточном поступлении в организм чистой воды моча концентрированная и приобретает выраженный запах и более темный цвет. Но одной из причин может быть перенасыщение печени токсинами. Обратите внимание и на каловые массы, они не должны содержать нехарактерных включений или крови, дискомфорт и боли в животе при частых спазмах, ощущение раздувания, метеоризме, давление и прочие симптомах. Стоит посетить врача-гастроэнтеролога и пройти обследование. Жалобы на хроническую усталость и слабость – симптом, требующий посещения специалиста и установления причины его появления. Рекомендуется в любом случае регулярно проходить исследования с целью ранней диагностики любого заболевания. Чем раньше обнаруживается проблема, тем легче и качественнее проходит лечение. Любой внутренний орган незаменим для правильной работы организма. Однако если люди всегда помнят о том, как важно здоровое сердце или легкие, то вот об органах пищеварительной системы часто забывают. В нашей статье мы расскажем, почему и как нужно заботиться о нормальном состоянии одной из важнейших желез организма – печени. Печень можно сравнить с фильтром, который обезвреживает опасные для организма вещества – алкоголь, продукты обмена веществ – билирубин, аммиак, лекарства, пищевые добавки, химические соединения и тому подобное. В здоровом организме чистка печени происходит постоянно и очень эффективно. Печень вырабатывает желчь. Желчь участвует в пищеварении, и вместе с ней из печени выводится все ненужное. Немного статистики: 1,5 литра крови в минуту проходит через печень. 70% крови приходит от кишечника и органов брюшной полости. 600 мл желчи вырабатывается ежедневно. Токсины и продукты обмена при накоплении могут разрушать клетки печени напрямую или опосредованно через воспаление. Воспаление и гибель клеток печени вызывают активное разрастание соединительной ткани в органе – фиброз. Соединительная ткань замещает нормальные клетки печени, снижая ее способность к выполнению функций. На далеко зашедших стадиях, когда изменения становятся необратимыми, развивается цирроз. Именно поэтому очень важно устранить воспаление печени, не допуская развития фиброза. Печень обладает очень большим запасом прочности и может долго работать на фоне уже имеющихся проблем. Какие симптомы могут появиться, когда печень не справляется с нагрузкой? Боль в правом подреберье. Желтый оттенок приобретают сначала белки глаз, а затем и кожа. Моча темнеет, кал становится светлее. Кожный зуд. Отеки. Сосудистые звездочки в верхней части тела. Кровоточивость. Усталость, апатия, нарушение памяти, дрожание рук, изменение почерка. Будьте осторожны, многие препараты для чистки печени увеличивают выработку и улучшают выведение желчи. Это может приводить к образованию желчных камней или вызывать перемещение существующих камней из желчного пузыря в желчные протоки. В некоторых случаях единственным способом убрать камень будет срочная хирургическая операция. Что делать, если сильно болит печень? Профилактика и восстановление функций печени. Не стоит проводить чистку печени при следующих состояниях: острый холецистит,
панкреатит или гепатит, обострение хронических процессов, камни в желчном пузыре, независимо от их размеров, нарушен отток желчи по другим причинам, опухоль, операция на желчных протоках и так далее, беременность и лактация. Не всегда по внешним признакам можно узнать о наличии проблем в организме. Чтобы не навредить, необходимо посоветоваться с врачом, это может быть терапевт или гастроэнтеролог. При необходимости врач направляет на дополнительное обследование, УЗИ, рентген или дуоденальное зондирование. Как очистить печень и восстановить ее функции? Большая часть проблем при болезнях печени связана именно с действием продуктов обмена, которые пораженная печень не успевает выводить. Поэтому люди ищут способ, как почистить печень в домашних условиях. Растительные препараты и травы для восстановления печени, экстракт плодов расторопши пятнистой, включает несколько активных веществ, основное из которых – силибинин, защищает клетки печени от проникновения в них токсинов, стимулирует синтез белка. Барбарис обыкновенный, берберинобисульфат, усиливает желчеобразование, выведение желчи, расслабляет гладкую мускулатуру. Бессмертник песчаный, увеличивает выделение желчи, желудочного сока и секрета поджелудочной железы. Кроме этого, борется с бактериями. Кукурузные рыльца обладают желчегонным и мочегонным действием, улучшают свертывание крови за счет витамина К. Шиповник увеличивает выработку желчи, уменьшает тонус желчных протоков. Артишок обладает желчегонным, мочегонным и гепатопротекторным действием. Пижма обыкновенная увеличивает секрецию и уменьшает вязкость желчи, действует против лямблей. Народные средства для чистки печени. Лимон часто встречается в советах по очистке печени вместе с оливковым маслом, но действие лимонного сока на печень не имеет достаточных доказательств. В эксперименте на крысах было выявлено положительное влияние лимонного экстракта при токсическом поражении печени. Это объяснялось действием антиоксидантов, содержащихся в лимоне. Благодаря им уменьшалось перекисное окисление липидов и действие свободных радикалов. Растительные масла, оливковое, касторовое и другие. Преимущество растительных масел в том, что они содержат полезные жирные кислоты и фосфолипиды. Для стимулирования желчевыделения достаточно небольшого количества жира. Встречаются советы об употреблении 100 и более миллилитров растительного масла единовременно, однако это не имеет смысла и может навредить. Организм не успеет выработать такое большое количество желчи для переваривания масла. Результат – излишнее поступление жира в организм и диарея. Овощные соки, например, сок редьки или сырой свеклы, иногда относят к желчегонным средствам. Действие этих веществ основано на раздражении слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, однако эффект ниже, чем при действии жиров. Не рекомендуется при гастритах, язвенной болезни желудка и кишечника. Тюбаш или слепое дуоденальное зондирование. В домашних условиях для стимулирования оттока желчи применяют комбинацию тепла и желчегонных веществ. Процедуру проводят утром, до приема пищи. Выпивают желчегонное средство на выбор, теплую минеральную воду, настой шиповника и... Далее нужно лечь на правый бок, согнуть ноги в коленях и слегка привести к животу. На правое подреберье помещают горячую грелку, завернутую в полотенце. Действие температуры помогает снять спазм желчевыводящих путей. Процедура длится от 40 минут до 2 часов. Нельзя проводить данную процедуру при острых заболеваниях и желчекаменной болезни. Диета для восстановления печени. Наилучшим приемом для восстановления печени будет разнообразное питание с подсчетом соотношения белков, жиров и углеводов и контролем калорийности. При необходимости печень способна превращать глюкозу в аминокислоты и жиры, и если диета содержит слишком много жира или сахара и недостаточно белка или наоборот, то это лишняя нагрузка на клетки печени. Норма – не менее 15% белка, не более 30% жиров. До 60% энергии поступает от сложных углеводов. Дробное питание. Выработка желчи идет непрерывно, а вот ее выделение происходит обычно при приеме пищи, поэтому нельзя голодать, нужно разделить рацион на 4-6 приемов. В составе жиров должны преобладать растительные масла, орехи. Следует уменьшить количество животных жиров. Не рекомендовано употреблять острые, копченые блюда, продукты с резким вкусом. Особенно при воспалительных болезнях печени
поджелудочной железы, желудка и кишечника. Алкоголь лучше исключить. При обострении проблем с печенью правила питания могут быть более строгими в соответствии с диетой номер 5 или 5А. Отказ от алкоголя, правильное питание и забота о своем здоровье могут стать самым лучшим средством для восстановления печени и помогут надолго сохранить ее функции. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.